Добрый день, уважаемые белорусы. С вами советник юстиции Олег Толерчик. Байпол продолжает свою работу по изобличению и документированию преступлений диктаторского режима Лукашенко. Для того, чтобы уже в недалеком будущем привлечь всех исполнителей и соучастников тяжких преступлений к уголовной ответственности на принципах законности, равенства граждан перед законом, неотвратимости ответственности, личной и виновной ответственности, справедливости и гуманизма, то есть на тех принципах, которые закреплены в части 1 статьи 3 Уголовного кодекса нашей страны. Однако давно в ней не работают по вине безвольных пособников режима в судебной и правоохранительной системах нынешней Беларуси. В июле месяце этого года по всем белорусским медиаресурсам прокатилась новость об осуждении к 7 годам лишения свободы за якобы умышленный наезд на сотрудника милиции очередного участника народного протеста августа 2020 года, жителя города Барановичи Павла Линкевича. Сегодня мы раскроем подробности этого дела, соглашением имеющихся в нашем распоряжении вещественных доказательств, документов и материалов служебной видеозаписи, на основании чего дадим настоящую юридическую оценку действиям участников тех событий, а также действиям лакеев в мантиях и погонах так называемого правосудия по-лукашенски. Ну что, поехали? Итак, 11 июля этого года суд Барановичского района и города Барановичи под председательством судьи Кметы Николая Алексеевича, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Линкевича Павла Юрьевича в совершении преступления, предусмотренного пунктом 5 части 2 статьи 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь, признал его виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, совершенном в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности. Примерно на таком сухом, малопонятном для большинства белорусов языке прозвучал в зале судебного заседания заведомо незаконный вердикт о привлечении к уголовной ответственности очередного белоруса, превратив его в политзаключенного. Впрочем, далеко от понимания нормального, адекватного человека буквально все, что происходит в нашей стране от лица диктаторского режима. Где царит мракобесие и беззаконие, тяжело отыскать порядочность и справедливость. Суть уголовно-правовых претензий режима к Павлу Линкевичу немногим ранее раскрыл для общественности главный фальсификатор уголовных дел в Беларуси – Следственный комитет, который на своем официальном сайте публично отрапортовал об очередной подделке своего кружка по кройке и шитью белыми нитками. Обратимся к оригиналу этого сообщения. В августе 2020 года в Барановичах 35-летний мужчина, имеется в виду Павел Линкевич, сидя за рулем внедорожника, совершил умышленный наезд на сотрудника органов внутренних дел, который осуществлял охрану общественного порядка. В результате сотруднику были причинены тяжкие телесные повреждения, с которыми его госпитализировали в больницу. По данным следствия, внимание сотрудников милиции привлек внедорожник с иностранными регистрационными знаками и тонированными стеклами. Когда милиционеры направились к автомобилю, обвиняемый начал движение задним ходом и умышленно наехал на одного из них, после чего скрылся с места происшествия. Сотрудники ГАИ преследовали обвиняемого, однако водитель игнорировал требования об остановке. Уходя от погони, мужчина неоднократно нарушал правила дорожного движения, не соблюдал требования сигнала светофора, дорожных знаков и разметки, выезжал на тротуары, чем подвергал опасность жизни и здоровью пешеходов и других водителей. Впоследствии он бросил свой автомобиль вблизи деревни Антонова, а сам скрылся. Давайте зафиксируем, какие же обстоятельства дела установили эти фокусники. Но прежде не можем не отметить уровень профессиональной деградации и безграмотности сотрудников этого, с позволения сказать, следственного органа, так как уже после прочтения описания инкриминированного Павлу Линкевичу преступного деяния просто лишаешься дара речи. Процитирую. «Сидя за рулем внедорожника, совершил умышленный наезд». Может, кто-нибудь из этих следователей растолкует, как можно, находясь в пассивном положении, то есть сидя за рулем, совершить наезд? Ведь сидеть за рулем автомобиля вовсе не то же самое, что управлять им, так как последнее подразумевает под собой совершение как раз-таки активных действий в отношении рычагов и механизмов транспортного средства. Однако, согласно пресс-релизу Следственного комитета, указанных активных действий Павел не совершал, а просто сидел за рулем своего внедорожника. Объясняю для опричников-тугоумов еще раз. Не может человек
на кого-либо наехать, если он не едет, а просто сидит? Не может. Мало того, что докатились до предъявления людям заведомо незаконных обвинений, без наличия на то не то что достаточных, а вообще каких-либо доказательств, так даже не хватает мозгов обеспечить видимость законности своей деятельности в формулировках процессуальных документов. Хотя, зачем напрягать свои пустые головы, если и так по стране объявлен режим не до законов? А с ним и не до совести, и не до справедливости, и не до мозгов. Но вернемся к обстоятельствам дела, которое якобы установило следствие, согласно его же пресс-релизу. Итак, пострадавший сотрудник органов внутренних дел совместно с другими милиционерами якобы осуществлял охрану общественного порядка на улицах города Баранович. В ходе патрулирования их внимание привлек внедорожник с иностранными регистрационными знаками, водитель которого при приближении сотрудников начал движение задним ходом и якобы умышленно совершил наезд на пострадавшего, после чего скрылся от преследования сотрудников ГАИ. В качестве доказательства обоснованности обвинения общественности была даже представлена фотография того самого скрывшегося внедорожника, сделанная на основе видеозаписи с видеорегистратора экипажа ГАИ. Вот она. Давайте присмотримся к ней повнимательней. На опубликованном фотоизображении мы видим улицу в жилом секторе индивидуальной застройки, по которой навстречу спецавтомобилю милиции, о чем свидетельствует раскраска капота и наличие на нем бортового номера, по левой полосе движения внедорожник темного цвета. Облако пыли за внедорожником указывает на то, что он действительно находится в движении. А позади него, у правого края дороги, с включенными задними стоп-сигналами, стоит автобус типа ПАЗ. Транспортное средство, обычно используемое во внутренних войсках, возле которого находится группа бойцов в шлемах и другой боевой экипировки. И тут у меня, как, наверное, и у многих из вас, сразу возникает несколько вопросов. Сотрудником какой службы являлся пострадавший милиционер? Каким образом и кем на этой тихой улочке нарушался общественный порядок, охранять который данный сотрудник был призван? И, наконец, что же привлекло в этот частный жилой сектор такое количество так называемых космонавтов? И, кстати, да, а имя-то у пострадавшего милиционера вообще есть? К чему такая секретность? Пролить след на данные вопросы нам поможет вовсе не выводы дрессированных следственных органов диктатора, а следующий электронный документ, попавший в распоряжение Байпол. Это донесение дежурного по войсковой части 7404 оперативному дежурному Главного управления командующего внутренними войсками о получении травмы военнослужащим, из которого мы узнаем следующие обстоятельства дела. Цитируем. 12.08.2020 в 20:30 от начальника Барановичского ГУВД поступила информация о том, что в районе Ледового дворца в городе Барановиче собралась группа активной молодежи в количестве 30 человек и движется в сторону центра города. Для предотвращения возможных противоправных действий начальником ГУВД было принято решение о привлечении личного состава 1-го стрелкового батальона войсковой части 7404, задействованного для охраны общественного порядка. При спешивании из автобуса на тротуар улицы Фрунзе, 300 метров от Ледового дворца, старший сержант Кунцевич был сбит начавшим целенаправленное движение задним ходом с тротуара автомобилем марки Great Walk-Hover, кузов внедорожник, регистрационный знак Т-3 РР-86 РУС темного цвета. Автомобиль покинул место ДТП и стал скрываться в городе Барановиче. В результате преследования сотрудниками ГАИ было применено табельное оружие. Пробито заднее правое колесо, однако автомобиль от преследования скрылся в гаражном массиве вблизи завода «Атлант», где через 10 минут был обнаружен сотрудниками ГАИ, без водителя. И так далее. Итак, под формулировкой общего характера пострадавший сотрудник органов внутренних дел на самом деле Следственным комитетом был зашифрован старший сержант внутренних войск Кунцевич Илья Андреевич, контролер 2-го отделения 2-го стрелкового взвода 2-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона войсковой части 7404, 1996 года рождения, уроженец города Барановичи, белорус, с профессионально-техническим образованием, в 2014 окончил учреждение образования Барановичский государственный профессиональный лицей строителей, зарегистрированный и проживающий в городе Барановичи, женатый, призванный на военную службу военным комиссариатом города Барановичи, Барановичского и Ляховичских районов Брестской области 5 февраля 2020 года.
Отметим, что основной задачей войсковой части 7404, или как ее еще называют, 4-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД Беларуси, наследницы конвойных войск ОГПУ, является охрана исправительных колоний номер 11 в Волковыске, номер 5 в Ивацевичах, ранее именовались как мужские колонии строгого режима, и номер 22 в деревне Доманово Ивацевичского района. Да-да, те самые небезызвестные волчьи норы, где отбывают наказания преимущественно осужденные за хранение и распространение наркотиков. Также в круг задач данной бригады входит конвоирование и охрана осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Именно за охрану и конвоирование спецконтингента СИЗО номер 6 и отвечает дислоцированный в городе Барановичи 1-й стрелковый батальон бригады, в составе которого 12 августа 2020 нес военную срочную службу старший сержант Кунцевич. Постойте, спросите вы, а каким же образом военнослужащий срочной военной службы Кунцевич превратился в сотрудника органов внутренних дел, выполняющего обязанности по охране общественного порядка, как то указал в своем пресс-релизе Следственный комитет? Дело в том, что в белорусском законодательстве, а именно в статье 14 Закона о внутренних войсках, закреплено правило, согласно которому на военнослужащих внутренних войск при исполнении ими обязанностей органов внутренних дел распространяется статус сотрудника органов внутренних дел. А как мы знаем из донесения дежурного по войсковой части 7404, весь личный состав 1-го стрелкового батальона части по приказу начальника Барановичского ГУВД 12.08.2020 был привлечен к охране общественного порядка, то есть к выполнению той самой обязанности органов внутренних дел. На первый взгляд, при отсутствии соответствующего юридического образования или в случае его ущербности, как у большинства нынешних в кавычках правоохранителей режима, может показаться, что вроде как и обоснованно Следственный комитет обвинил Павла Линкевича в причинении тяжких телесных повреждений сотруднику органов внутренних дел. Но это не так. Дело в том, что режимные правоприменители, ввиду укоренившегося преступного упрощенческого подхода к работе, и особенно в период, когда в стране стало не до законов, давно разучились внимательно читать и точно понимать смысл правовых норм, с которыми они обязаны работать. Иначе отупевшие от собственной вседозволенности и безнаказанности, опричники понимали бы, что инкриминируемое Павлу Линкевичу преступное деяние в виде умышленного причинения тяжкого телесного повреждения лицу в связи с осуществлением последним служебной деятельности характеризуется именно умышленной, как прямо и записано в самой норме, формой вины. То есть в момент совершения данного преступного деяния виновный должен осознавать, что он делает, почему, с какой целью, в отношении кого и желать этого. Поэтому сам по себе факт несения 12 августа 2020 года старшим сержантом внутренних войск Кунцевичем службы по охране общественного порядка в соответствии с неким тайным распоряжением своего начальства вовсе не означает, что он воспринимался окружающими в этот момент как сотрудник правоохранительных органов. Либо сам Кунцевич, либо окружающая его обстановка должны были с очевидностью на это указывать. То есть то, что Кунцевич охраняет общественный порядок, должно было быть понятно любому, и прежде всего Павлу Линкевичу. А вот был ли указанный факт очевиден для Павла в момент исследуемых нами событий, давайте разберемся. Для начала еще раз обратим внимание на информацию из вышеуказанного донесения дежурного о месте и форме нарушения общественного порядка, для охраны которого потребовалось привлечение личного состава ВЧ-7404. Цитируем. 12.08.2020 в 20:30 от начальника Барановичского ГУВД поступила информация о том, что в районе Ледового дворца в городе Барановичи собралась группа активной молодежи в количестве 30 человек и движется в сторону центра города. И для полноты картины еще одна цитата из того же донесения. При спешивании из автобуса на тротуар улицы Фрунзе 300 метров от Ледового дворца и далее по тексту. То есть совершенно очевидно, что обстановка, якобы свидетельствующая о нарушении общественного порядка, на самом деле имела место возле Ледового дворца. Но автобус с ВВшниками прибыл на тихую улочку Фрунзе, что в 300 метрах от искомого объекта. Для наглядности обратимся к интернет-картам и воочию убедимся, как же взаимно располагаются в городе Барановичи предполагаемое место нарушения общественного порядка, то есть Ледовый дворец, и улица Фрунзе.
Очевидно, что, находясь на улице Фрунзе, Павел Линкевич не был в эпицентре тех событий, в ходе которых якобы нарушался общественный порядок. И, следовательно, описанная в донесении обстановка возле Ледового дворца, послужившая основанием для усиления так называемых сил правопорядка, никак не могла подсказать Павлу необходимость и важность присутствия этих сил на улице Фрунзе. Так может, на этой улице также происходило что-нибудь неладное, требующее незамедлительного вмешательства органов внутренних дел и наведения правопорядка? Ответим категорично – нет. В подтверждение своих слов предлагаем вам попавшую в распоряжение Байпол видеозапись, на которой запечатлен момент так называемого спешивания первого стрелкового батальона и служебного автобуса на тротуар улицы Фрунзе. Смотрим. Давай, выходим! Обратили внимание, как эти ВВшники десантировались на тихую и ничем не примечательную улочку? А теперь сложите их лихое и немотивированное окружающей обстановкой появление на пустынной городской улице к разлетевшимся к 12 августа 2020 года многочисленным и холодящим кровь историям о проходящих третий день по всей стране необоснованных незаконных облавах-задержаниях в отношении мирных граждан, всех подряд без какого-либо разбора, о настоящей дикой охоте, которую зачастую заканчивалась для отловленных граждан многочисленными травмами и частичной утратой здоровья, а для некоторых и потерей самой жизни. И как в подобной атмосфере безграничного террора, спрашивается, должен реагировать любой нормальный человек, увидев демонстративное спешивание из автобуса роя этой черно-зеленой саранчи? Правильно, как безусловный сигнал к опасности, одной из естественных человеческих реакций на который является бегство в целях спасения, что и сделал Павел Линкевич. А с уголовно-правовой точки зрения в этот момент Павел находился в состоянии необходимой обороны, поскольку защищал свои жизни и здоровье, пытаясь скрыться на автомобиле от весьма реальной угрозы. И будучи в условиях смертельной опасности, он, как водитель, имел полное право игнорировать в том числе требования правил дорожного движения к осуществлению такого маневра, как движение автомобиля задним ходом. Возможно, кто-то усомнится, а насколько реальной была угроза жизни и здоровью Павла Линкевича. В качестве ответа, кроме факта применения карателями табельного оружия, в результате чего было прострелено колесо внедорожника, предлагаем посмотреть на повреждения автомобиля, обнаруженного карателями после того, как Павел был вынужден бросить его, скрываясь от погони. Печальное зрелище, согласитесь. Так вот, большая часть этих повреждений – повреждения лобового стекла, левого бокового зеркала, заднего стекла и задних фонарей – появились на внедорожнике не до, не во время, а после того, как Павел покинул на нем место происшествия на улице Фрунзе. Смотрим замедленный фрагмент этого момента на видеозапись. Ну а если так называемые правоохранители, любым требованиям которых, по словам диктатора, мы все якобы должны беспрекословно подчиняться, хотя на самом деле исполнению подлежат только законные требования, позволяют себе так вымещать гнев на автомобиле, представьте себе, что они бы сделали с самим водителем, попади он им в руки. Из всего вышеописанного каждый настоящий юрист должен сделать только один вывод о невиновности Павла Линкевича. И такие юристы в нынешней Беларуси есть. Вот только одних вышвырнули из профессии, а другие предпочитают отмалчиваться, оправдывая себя стремлением выжить в условиях людоедского режима. Однако такое стремление, по крайней мере, наивно и тщетно, потому как выжить и иметь достойное будущее в Беларуси можно только восстав против беззакония и несправедливости и вернув себе свою страну. Но ведь не зря говорят, мол, пока волки молчат, шакалы борзеют. Чем руководствовался судья суда Барановичского района и города Барановича Николай Кмета,
когда в совещательной комнате принимал решение о постановлении по заведомо сфабрикованному уголовному делу обвинительного приговора в отношении Павла Линкевича и избрании ему в качестве наказания за деяние, не являющее по сути преступлением, 7 лет лишения свободы. Честью, совестью, законом в конце концов. И ведь Николай Кмета – это не какая-то зеленая необразованная судейская поросль, недавно выскочившая из прокурорских и судебно-исполнительских штанишек, а судья с большим опытом работы, до июня 2020 года долгое время занимавший ответственную и почетную должность председателя суда, и к тому же не один десяток лет преподающий право в высших и среднеспециальных учебных заведениях города Барановича. Чему же вы учите своих студентов, Николай Алексеевич? Не стыдно ли вам, как преподавателю, смотреть им в глаза? В какой момент вы из преподавателя права скукожились до правопредателя? А перед самим собой вам не стыдно? Впрочем, о чем это я? Ведь главное сегодня для пособника режима – это протянуть на высокооплачиваемой должности как можно больше. Хотя бы до заветных пенсионных 63. А если старательно вылизывать причинные места у кого следует, то возможно и дольше. А также проложить дорожку в жизнь, желательно мощеную, своим отпрыском. Кстати, сын Николая Алексеевича, Кмета Алексей Николаевич, тоже работает судьей. Более 10 лет в соседнем Кобринском районе. И тут будет вполне уместно вспомнить цитату из Нюрнбергского обвинительного заключения, в котором, если кто не в курсе, в том числе была дана правовая оценка и действиям судей в гитлеровской Германии. Подсудимые и их коллеги исказили, извратили и в конечном счете окончательно уничтожили правосудие в Германии. Они превратили судебную систему в составную часть диктатуры. Они совершенно уничтожили независимость судей. Они запугивали и отказывали в основных правах тем, кто представал перед судом. Байпол предупреждает всех соучастников преступного режима Лукашенко. За каждое ваше тяжкое злодеяние неотвратимо последует расплата. Мы знаем о вас все. За все то зло, несправедливость и страдания, которым вы подвергаете белорусский народ, вам придется ответить. И это в ваших же интересах, чтобы отвечать вам пришлось в честном и справедливом суде Новой Беларуси. Ну а чтобы максимально приблизить перемены и освобождение нашей страны, призываем всех честных и смелых белорусов присоединяться к плану Перемога. Живе Беларусь!